Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, ну и, конечно же, зрители. Вот я, как вам и рассказывал, по приезду с последнего посещения лесного домика, я решил поехать на Западную Украину и посмотреть тот домик, на который я положил глаз. Сейчас я уже около 3-4 часов дороги, проехал уже 270 километров, но еще ехать 1100, по-моему, около 1100 километров, еще далеко ехать. Кое-где лежит снег, еще не потаял, но вообще уже потеплело. И в принципе запахло уже, друзья, весной. То есть уже месяц март. Хотя после зимы есть места, где и ямы на трассе. Не без этого. Еду не спеша, спешить мне в принципе некуда. Сколько за световой день проеду, столько и проеду. А там уже буду ложиться отдыхать. Где-то найду, где можно остановиться, и буду отдыхать. Езжаем в Киев. Заехали краем в Киев. И садится солнышко. Видите, как красиво. 4 полосы идут. В одну и во вторую сторону. Это объездная. Харьковская. Сейчас прям солнышко нам светит. В лицо и в камеру. Ну и вот я в машине, сейчас заберу все свои вещи, взял ключ, уже оформил номер до завтра. Номер стоит, друзья, 750 гривен, вот, плюс 300 гривен задаток. Ага. Они потом возвращают, боятся, чтобы что-то в номере не испортил. В общем, сейчас я проведу, вернее, не проведу, а сам пройду и покажу вам номер. Какой номер стоит 750 гривен. Вот, ну и сейчас покажу, куда я заехал, где я сейчас нахожусь. Вот такой вот дворик. Тут домик такой вроде бы как навесом сделан, и 2 бочки такие сделаны. Тут парилка, наверное, так я подразумеваю. В общем, всякие развлекательные вещи для взрослых. Бассейн, он, смотрю я, диско-бассейн. Королівська бочка якась. Вот так вот здесь все. Я вот, если видно, сейчас подхожу, иду, подойду к своей машине. Вот тут вот такие зверюки, видите? И вот машину я свою здесь оставил. Сейчас я вещи еще свои заберу полностью. Гостиничный номер. Сейчас поднимаемся по ступеньке.
ступенькам на втором этаже. Такой длинный туда коридор открывается. Сразу предупредили, что курить здесь нельзя. Так, ну и ключик смотрим. У меня 4-й номер. Это 3-2, не наш. Это 3-3, не наш. Вернее, не мой. То я уже с вами говорю. Так, это 3-4. Мой номер. Вот там. Есть. Сразу оголошення. Шановні відвідувачі комплексу Королівська бочка. Это комплекс, оказывается, Королівська бочка. Наголошуємо, що в номерах курити суворо забороняється. Сподіваємось на ваше розуміння та вашу повагу до себе, а також нашого закладу. Ну, как-то так. Вот. Здесь сразу вот двери открыты. Видите? Это вход. Сейчас покажу. Здесь сразу ванна. Это, вернее, не ванна, ну как сказать, санузел. Душевая. Вот такая приличная. Все чистенько. Хорошо. Ну и тут, естественно, унитаз. Ну и раковина. Вот она. Так, как вы поняли, это шкаф для вещей. Вот он, я его сейчас снимаю. Это, ну и комната сама. Вот так вот. Оп. Выглядит все довольно-таки неплохо. Кровать королевская. Сегодня я буду на ней спать. Вот. Ну и что еще здесь? Это телевизор на стене. Вот он висит. По-моему, 40-я диагональ. Ну так, прилично, я хочу сказать. Так, ну что-то как-то так, друзья. Номер, хочу вам сказать, не знаю, говорил или нет, стоит 750 гривен. Но кровать вы, как видите, здесь двухспальная. Вот. И можно, в принципе, это получается, что номер на двоих. Хоть один, хоть вдвоем 750 гривен заплати. Хочу сказать, тут прям жарко. Но одно что-то сразу мне бросилось в глаза, то, что я зашел, у меня ноги устали и хотел я переобуться. Я так думал почему-то раньше, что в гостинице должны быть тапочки какие-то одноразовые, хотя бы. Так, вот это шкаф. Что здесь в шкафу? Так, ага, шкаф. Мыло. Кусочки. Шампунь. Полотенце. На 2 человека. Ну, я один, как раз мне для одного достаточно будет и шампуня, и 2 полотенец. Так, а тут нету тапочек, пусто. Может, в этом все-таки отделе это для обуви. Нет, и тут нет ничего. Интересно, как же ж так, а в чем же ж ходить? Что
Надо с собой в гостиницу. Вот я еду в гостиницу, что нужно с собой брать? Тапочки, что ли, я не пойму. Это вопрос интересный. Если кто знает, напишите, друзья. Я не знаю, честно вам хочу сказать. Но я так думал, что тапочки есть. Полка вот она, но тоже тут их нету, тапочек. Хотя я знаю, что некоторые рассказывали, что одноразовые тапочки в гостиницах дают такие какие-то там они. Но тут нету. Жаль, конечно. Это очень жаль. Зато, смотрите, покрывало какое королевское. Две подушки жиденькие. И покрывало. Вот так вот. Конечно, сон сегодня будет у меня покруче. Это не в лесном домике. Смотрите, какие удобства. Кровать королевская. В общем, совсем другие удобства. Ну и еще и телевизор. Буду спать по-королевски. Две подушки. Все. Доброе утро, друзья. Время 7 часов. Ну и буду я потихоньку собираться дальше. Фух. Позавтракал немножко, попил чайку. Ну и все, в дорогу. Сейчас я вам уже днем покажу, где я нахожусь, в каком месте. Одеваюсь. Посмотрю, чтоб ничего не забыть. На улице я смотрю, морозчик был. Машины. Сверху покрытые изморозью. Так. Вот так вот все выглядит здесь, друзья. Ресепшн. Здравствуйте. Ключики. Все было прекрасно. Спасибо. Ми раді. Завітайте до нас ще. Обязательно, по возможности. Вот стоит моя машина. Вот тут вот комплекс этот расположенный. Я вам вчера вечерком показывал. Через 150 метров поверните налево. Да, забыл сказать, наверное, может говорил, может нет. Это в городе Житомир. Это город Житомир.
Остановился на заправке, взял чайку горяченького и чебурек. Сейчас быстренько чайку попью, ну и вперед. Проехать еще осталось около 700 километров. Ну, днем ехать не очень тяжело, поэтому я думаю, что часов за 8 я доеду. Часов 5 вечера должен быть на месте. Созвонился с хозяином дома сегодня с утра. Сказал, что приблизительно во сколько буду. Вечером уже не будем никакие дела решать, конечно, но все равно мне где-то нужно будет ночевать. А это деревня, не город, там гостиниц нету, поэтому я к нему заеду, возьму ключи от дома, осмотрю дом, ну и, естественно, на следующий день будем уже с ним обговаривать цену конкретную, ну и сделка будет или нет. Все, вперед. Заправился. Теперь, ну, в принципе, бензина должно хватить до самого места. Но может быть и нет. Заехали во Львовскую область. Разменяли 1000 километров. Еще осталось около 300 до точки назначения. Ну и самое интересное, еще ж впереди будем переезжать перевал. Я там сам уже когда-то ездил очень-очень давно. Наверное, еще я не помню, в 90-х годах, что ли. Да, в 90-х годах я ездил в ЧОП ездил за машиной. Ездил вместе со своим отцом. Это было один раз, когда я туда ездил, на самую границу. Там я купил себе машину, 8, я не помню, то ли в 91 году, то ли в 92-м. Ну, в общем, в 90-е годы, не помню, точно не буду. Да нет, наверное, где-то 92-93 год. В эти годы. Попереду зона зниження швидкості. Так что как-то так, друзья. Сейчас расскажу вам, друзья, одну сказку. Это действительно была быль. Попереду зона зниження швидкості. Когда, ну это в 90-х годах, все-таки, когда я собрался ехать за машиной в Ужгород, мне сказали, смотри, говорит, осторожно туда езди. Там на перевалах стоят бендеры. И бендеры всех подряд останавливают, видят, что едешь с перекупленной машиной. И они или машины забирают, или требуют, чтобы ты что-то заплатил, какие-то деньги. Вот. Так что, говорит, имей в виду, там, говорит, просто так не проедешь, там все куплено. И, мол, там на перевале стоят, блокпост стоит, их блокпост, если остановит, можешь сразу брать бабло, иначе ты оттуда не уедешь. Короче, напугали меня до смерти этими разговорами. Я ж еду,
с отцом разговариваю, царство ему небесное. Говорю, пап, так и так. Он, да все это, говорит, брехня, говорит, не верь ты. Это, говорит, бабушкины сказки. Я говорю, ну а вдруг, может быть, так действительно. Так вот, что я хочу сказать. Ехали мы машиной назад, никто нас не останавливал, ни один человек, нигде не останавливал. А мы как-то подплутали, я не помню где, остановились. Нам так вежливо все на украинской мове рассказали, объяснили, куда ехать, что. Я думаю, вот это да, не понял. Тут разговаривают, рассказывают, чуть ли не головы отрезают за деньги. А тут спокойно тебе раз, мужичок какой-то. И все, и мы так благополучно домой доехали. За один день мы выехали утром, по-моему, отсюда, с Ужгорода. Нет, не с Ужгорода, мы были в Чопе. В Чопе были, с Чопа выехали. Вот на Ужгород мы поехали, потом с Ужгород поехали сюда. И вот я не помню, то ли в Чопе мы, то ли в Ужгороде. Ну, где-то, в общем, в этих краях мы были. Вот. Уже давно было, не помню. Лес здесь в основном, вы видите, вот если лиственный, это растет здесь бук и граб. И, конечно, как они, смереки. Только что проехали знак «Прикордонна смуга». То есть это уже... А вон вдалеке, видите, горы аж белые все, полностью в снегу. Тут уже снежок присутствует кое-где. И уже 6 градусов. 6 опустилось до 6 градусов тепла. А было 12. На 6 градусов разница. Уже можно здесь на санках кататься. Все, уже все белое. Уже 5 градусов тепла. И уже снег лежит. Сейчас, наверное, еще будет холоднее. Да. Разница большая все-таки. Сейчас сделаю пару снимочков на Blackview Explorer 1 Pro. Делаю снимки сейчас, друзья, потом покажу. Подъезжаем мы. Ну как подъезжаем? Километров 20, наверное, осталось. 17 часов уже. Что-то я задержусь. Уже я должен... Ну, стоял сколько? Ну, дорога вот такая вот сюда идет.
Уже света белого не видно. Вот так вот. Вот она, речечка рядышком бежит. Сейчас широкая. Смотри какая. Но она, это снег тает, поэтому сейчас они, этих речек очень много. Тут в Ужгороде речка Уж проходит такая. Сейчас она, наверное, наполнилась. Сейчас она полная, потому что снега тают. Уже практически все потаяли. И воды сейчас там много, хотя еще сбегает. А летом она не очень глубокая, такая небольшая. Но не знаю, рыбка там есть, должна быть 100%. Надо проверить. Узнать, найти рыбаков здесь как-то местных, с ними познакомиться и попробовать порыбачить. Тут, конечно, надо ездить аккуратно, не поймешь тут, что тут, где тут. Опа, и солнышко выглядает откуда-то не возьмись. Хлоп, оно выглянуло. В общем, осталось мне 10 километров проехать туда. Наближаємось до залізничного переїзду. Все, вот видите, вот мы в низину спустились, в самый низ. И вот отсюда приблизительно километров 7-8. Но опять нужно будет подниматься в горы. Чуть-чуть там такая подъемчик есть. Ну, сейчас увидите. Ну, там уже дорог таких нету, как здесь. Здесь дороги, видите, идеальные, выстроили. Раньше таких тут дорог не было. Поселок это называется Великий Березный. Ну как поселок? Городок такой. Вот. Тут он находится в 8 километрах от поселка. А нам вот туда, вон, видите, вдалеке гора. Вот надо вот в ту гору ехать. Подниматься. Вон выглядывает горка. Через 4 кілометри 900 метрів. Поверніть праворуч. 1300 километров от дома. Ну еще не полностью, еще километров 6. Вот, сейчас 1000. Наближаємось до залізничного переїзду. Так, а что ж у меня с бензином? Бензина мне тут еще на 149 километров еще хватит. Нормально. КПП Малый Березный. 3 километра отсюда. Вот. До пропускного пункта. Это на Словаччину. А от поселка, от Завасино сюда 6 километров. Еще светло, но уже начинает сереть. Время уже 17:53, почти 6 часов вечера. Ну, как раз я вовремя туда приду, что можно будет еще и дровишек нарубать. Там, он говорит, сарай вроде бы как есть, какие-то там дрова можно будет нарубать, натопить, протопить. Кстати, Поверніть праворуч. ой, бляха-муха, а что ж я так пропустил? Вот сюда мы едем. Через 4 кілометри 300 метрів. Ви прибудете до Завосина. О, Завосина. 4 километра. 4 и там сколько? И там 2, да. 6 километров. О, и вот поселок начинается.
Это, я так понимаю, Нижнее Завасино. Вот он магазин, проезжаем, вот люди, видите? Это вот магазинчик. Ну а тут совсем дороги нету. Газа здесь нет, сразу могу сказать, только печное отопление здесь. Ну, электричество и печь. Да, дороги тут, вот это вот оттуда, я не знаю сколько там, километр-полтора от того от Нижнего. Сюда вот заезжаем. Вот мы прибыли. Вот так вот, друзья. Ну и заезжаю во двор. Ну, друзья, знакомьтесь. Первое знакомство с моим домиком. Домик я уже открыл. Ну, как, раньше такие дома ставили. Он длинный такой, но не широкий. Так что пока я на этом закончу, а завтра вам все по остальное покажу. По-светлому.